Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, и здесь только подробные обзоры с человеческим лицом. Меня зовут Саня, съемка на сам девайс, вы сами это видите, на Xiaomi 14 Pro. К слову, после утопления, то есть сегодня я его утопил благополучным образом. Единственное, что я, по-моему, утопил, это роды. Работают его родные микрофоны, работает основной модуль, получается, без каких-то дополнительных ухищрений, никаких линз здесь дополнительных нет. Я его уже топил, запихивал в морозилку, разумеется, гонял в Твиче. Вы видели, что 90 FPS он не держит. Разумеется, он уже сбрасывал у нас яркость. Сравнивал его с iPhone 15 на основном канале Польза.нет. Вы можете посмотреть полный обзор. А сейчас самое важное, не забудьте прожать лайк, чтобы я продолжал подобный банкет, потому что я сознательно, получается, поедаю просто просмотры у себя же. То есть, когда вы смотрите этот обзор одним кадром, кто-то после этого, разумеется, не желает никоим образом связываться с этими смартфонами. И обзор будет довольно нестандартный. Почему? Потому что пошел дождь, но мы, как говорится, не ищем легких путей. Единственное, что я, наверное, спрячу родовские микрофоны. Давайте кратко буду рассказывать о смарте. Первое, что вы должны запомнить, если он не утонет. Если вы увидели ролик, значит, под дождем он не утонул. А как будут отрабатывать микрофоны, вы сейчас услышите. Мы так, кстати, гоняли Pixel 8, по-моему, Pro. Он также под дождем снимал. Но самое важное не это. Самое важное, что сейчас он без стабилизатора. Микрофоны вполне возможно будут залиты, но постараюсь говорить громче. Первое. Комплект у него, разумеется, стандартный. Но никаких там 2500 ватт, как у Realme, нет зарядки. С другой стороны, у меня он реально заряжался за 2 минуты. Хотя обещали 19, у других блогеров за 29. Но у них и в 3D Mark было 64%, 68% стабильности. У меня в 3D Mark у этого смартфона было 80 уже процентов. То есть что-то они допилили. По поводу комплекта еще. Разумеется, дешманский чехол. У меня версия не Титан, потому что, ну, по мне, это жалкое подобие левой руки. Почему? Потому что если ты покупаешь Xiaomi, да, это премиальный а-ля Pro версия устройства, но Титан, он в яблоке Титан. Вот в яблоке, окей, это Титан. А в Xiaomi этот Титан, он ощущается, как будто они скопипастили просто идею. Понятно, что Samsung тоже будут ее копипастить, но что есть, то есть. Про комплект запомнили. Заряжается он и от беспроводной зарядки тоже на 50 ватт. Помимо этого, он благополучным образом может реверсивную зарядку осуществлять. От него ваши наушники можно беспроводные зарядки, допустим, зарядить. А если говорить о каких-то его еще других особенностях в плане комплекта и зарядки, в принципе, достаточно. По поводу утопления, если он сейчас не помрет, надеюсь на это. Вот смотрите, хайп по поводу того, что Xiaomi 14 погиб от утопления, в интернете был космос. То, что у меня iPhone 14 Pro утонул сразу в первый же день после старта продаж, что-то никто нигде не репостил. Но вы ощущаете, да? Что у меня Samsung Flip 5 утонул. То же самое при утоплении. То же самое, тишина. Как у Samsung, как у кого-то Xiaomi утонул. Притом эти люди в Китае, неизвестно, как бы рендер это было устройство. Его дали или купили. Ну, может быть, и купили, окей. Но хайп какой-то просто безумный. Не комплиментарный у меня вид, конечно, но зато мы узнаем еще Samsung S23 FE у меня в правом кармане. Он, получается, есть у него защита от влаги или нет. Если говорить о, получается, процессоре. Snapdragon Gen 3, но он здесь такой разогнанный, а потом уже зажатый. Почему? Потому что 2 миллиона баллов он у меня никак не выбивал. Прожорливый он космически, греется довольно прилично. Если говорить про, кстати, запотевание камер, я повторяю, что я его тестировал, его не было. Понятно, что под проливным дождем мозг работает чуть-чуть хуже. Гонял в Твиче, поедает этот смарт в Твиче 24%, в PUBG 90 FPS в PUBG не выдает. И мы переходим к самому главному, за что его стоит купить, но я бы все равно не брал. Это экран. 120 Гц экрана, это прям супер. Я бы даже сказал, что это волшебно. Но это с одной стороны. С другой стороны, эти 120 FPS, допустим, в тех же играх вы не увидите. Почему вы не увидите? Потому что здесь залочено это дело.
И не только у Xiaomi залочено, iQOO делает то же самое. То есть у вас супер-мега устройство за космические деньги, но оно получается заблокировано для 120 Гц при игре. Так вот, галопом. Переходим к камерам, пока не перейдем, пока он не помер. Хочу отметить, что съемка еще ведется, и это прям очень круто. Я не надеялся, потому что вода очень часто реагирует на сенсор. Сенсор у экрана 10 пальцев берет, 526 ppi, плотность пикселей здесь, и это прям супер. Может быть, я ошибаюсь где-то как-то, но если только чуть-чуть. Перегрева, как у других блогеров, у меня не было. Повторяюсь, процессор намного меньше тротлил, чем тротлил у кого-то. Если говорить про память, 160 тысяч баллов по Antutu, круто. Почти 2 миллиона, круто. Автономность 5%. На YouTube он поедает сейчас, тоже хорошо. Wi-Fi последний, Bluetooth последний. Бенды 7 есть. И этого, в принципе, достаточно, чтобы в России его использовать комфортно. Хотя нет 20-го. И вполне возможно, в глобалке именно его не будет. Посмотрите, какая красота. И смарт, как вы понимаете, вообще полностью покрыт водой. И да, нет, я думаю о том, что я влетел на 70 штук с флипом 5-м. Он максимальной комплектации. Сейчас еще Xiaomi, если влечу, будет печально. Но я его уже топил, он уже у меня выжил. Я надеюсь, что будет то же самое и с этим устройством. Есть инфракрасный порт, нет мини-джека. По поводу структуры. Брать ли его в титане или, как я, взял в белом цвете, решать, разумеется, вам. Зачем извращаться с титаном, когда вы все равно будете это дело 90% носить в чехле, я не знаю. Но, как говорится, это ваш собственный выбор, хотите вы этого или нет. Если говорить про какие-то другие ощущения, одной рукой пользоваться можно. Не скажу, что комфортно, лапа у меня маленькая. Если у тебя большая лапа, то будет, разумеется, комфортней. IP68 никто не гарантирует, что он у вас не утонет, так же, как у меня никто не гарантирует, что он не утонет сейчас. Если говорить про камеры, вы чувствуете, как мой голос поменялся. Да, возможно, вам нравится этот основной модуль, возможно, он даже как-то вывозит во время дождя, но нужно быть объективными. Я сравнивал его с iPhone 15, в основном ролике сегодня увидите. И по сравнению с по видео, по сравнению с iPhone 15, самым дешманским яблоком, это дело, конечно, сливает. По фото, по мне тоже, то есть ничего пока не настроено. По поводу зумов, то же самое, был хайп. Переход на телевик только в 2.7. У кого-то 2.8, но это фото. Если вы берете видео 4К 60 FPS, то переход в видео происходит на 3.2. О чем это говорит? Да, они берут разные кроп-матрицы. Отлично, но все берут разные кроп-матрицы, но на телевик переключаются в 3.2. Допустим, тот же iQOO за те же деньги, плюс-минус. Ладно, он дешевле на процентов 10. Он переключается нормально. Этот нет. Но никто не говорит, что в видео он также переключается нормально на 3.2. Может, кто-то говорил, я просто это дело пропустил. Так что давайте пока камнями его не закидывать. Вполне возможно, они это дело допилят. Google сервисы на борту. Play Market устанавливайте и все. Русифицировать есть возможность. Никаких проблем. Либо своими ручками, либо просим. Глобальной прошивки, скорее всего, не будет официальной. Повторяю, что не ожидаю его в глобалке. Дешевым он вряд ли будет. То есть, почему? Потому что экран дорогой. Так, он пока еще снимает. Сколько весит файл? Я скажу вам в ролике. По поводу переменной диафрагмы, что можно механически ее менять. Да, вы можете телевик использовать как макро, и это довольно удобно для многих. По поводу автофокусов и всего остального, вот смотрите, вместо того, чтобы рассказывать про камеру, я сейчас хожу под проливным дождем. Он меня снимает. Вы можете примерно прикинуть, что только что змея спрыгнула. Если я не умру или не покалечусь сегодня и будет возможность скинуть этот файл, значит телефон не погиб. Притом при 10 минутах съемки как бы. То есть ему совсем плохо. Как и мне, наверное, уже. И в целом претензий к девайсу у меня 0. Просто нечего от него ожидать большего, чем он может дать.
пока его не допилили. 4К на фронтальной камере просто какашка. Извините за прямой текст. Плохая она. А есть ощущение, что он запотел, но он не запотел, это просто дождь. Вот это X6 максимум. К сожалению, в отличие от Samsung, нельзя переходить на ультраширик с основного модуля 4К 60 FPS. Нельзя переходить на фронталку. И, скажем так, повторяю, что за эти деньги могли бы они прошивку хоть чуть-чуть допилить. Реально никакой сложности в этом нет. Но также прямым текстом они на нее забили. Видно, каким образом они оптимизировали процессор. На данный момент они его задушили. Понятно, что его задушили на процентов 7, а стабильности прибавилось 15. Но где-то они найдут золотую середину, и все будет волшебно. Главное, как говорится, верить. Не забудьте подражать лайк этому ролику, подписаться на телеграм-канал Скидок Взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, написать в комментах, чтобы я продолжал этот банкет. Потому что мало того, что я там, не знаю, 10 тысяч просмотров на этот ролик в лучшем случае наберу, так я еще могу лишиться девайса. Но я для того, чтобы это было наглядно, делаю для вас вот такой вот обзор. Где-то, может быть, как-то ошибся, что-то где-то забыл. Смотрим полноценный обзор, там будет 40 минут аналитики, сравнение с iPhone 15. И следующее будет у меня, наверное, либо Vivo Y100 уже на руках, либо Vivo X100 Pro. Огромное спасибо за просмотр. Девайсу однозначно, да, уже еще снимает. Добра и удачи вам, дорогие друзья.